Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии. Я очень признательна вам за это. В этом видео хочу рассказать об одном очень интересном народном средстве, которое поможет справиться с проблемой пожелтения огурцов из-за развития ложной мучнистой росы, пироноспороза или обычной мучнистой росы. Как различать эти грибковые заболевания огурцов и предотвратить развитие инфекций, я рассказывала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. Но если огурцы все-таки заболели и по всем признакам это пироноспороз или мучнистая роса, надо растения спасать. Обычно эти заболевания настигают кусты огурцов в период массового плодоношения, поэтому использование системных химических препаратов нежелательно. Срок ожидания довольно большой, минимум 5 дней, да и токсичность нам ни к чему. Хоть на упаковке обычно и написано, что такие средства малотоксичны. Лично я в таких ситуациях отдаю предпочтение простым и безопасным химическим средствам, таким как коллоидная сера или бордоская жидкость, или биологическим фунгицидам, например, фитоспорину или триходермину. Но с оговоркой: раствор биофунгицида при обработке не должен попадать на плоды. Это мое золотое правило. Подробно о каждой схеме обработок такими препаратами огурцов от пироноспороза я расскажу в своих следующих видео. А вот в этом хочу поделиться схемой лечения огурцов от пироноспороза простым народным средством. Угадайте, что это? Вы удивитесь, но это водный раствор настоя коровяка, коровьего навоза. Да-да, коровяк – отличное средство для борьбы с различными грибковыми инфекциями на огурцах. Его боится в том числе и ложная мучнистая роса или пироноспороз. В чем же особенность коровяка как биофунгицида и как он работает? Как известно, коровы питаются в основном свежей зеленой травой или сеном. Это их главный рацион питания. Для ферментации травы или сена в пищеварительной системе коровы есть целый перечень активных бактерий, которые помогают переваривать такую пищу и разлагать ее на более простые органические и неорганические соединения, которые затем всасываются в кишечном тракте. Вполне очевидно, что среди таких бактерий множество аналогов сенной палочки. Да и сама сенная палочка, которая обитает в почве, размножается все на той же траве или на сене. Более того, корова – это своеобразная биофабрика, которая перерабатывает траву и сено таким образом, чтобы животное оставалось здоровым. А это значит, что весь ферментный аппарат животного и микробиота, которая живет в кишечнике коровы, нацелены на угнетение и уничтожение фитопатогенов, болезнетворных микроорганизмов, которые попадают в утробу животного с пищей. Вот поэтому настой коровяка и может помочь в борьбе с пироноспорозом, потому что и весь набор микроорганизмов, обрабатывающих пищу коровы, и сенная палочка, которая там присутствует в том числе, отличные ингибиторы развития фитопатогенов, микроорганизмов, паразитирующих на растениях, в том числе и на огурцах. Как приготовить водный раствор коровяка для обработки огурцов от пироноспороза? 1–1,5 кг коровьего навоза, желательно свежего, надо залить 3 литрами воды и настоять в течение 3 суток. Затем его надо процедить, иначе опрыскиватель может забиться, и разбавить теплой водой в соотношении 1:3. На одну часть разведенного коровьего навоза надо взять 3 части теплой воды. Полученным водным раствором коровяка опрыскивать огурцы от грибковых инфекций через каждые 6-8 дней. Можно сделать от 3 до 5 обработок до полного выздоровления лиан огурцов. Старайтесь, чтобы во время обработки жидкость не попадала на плоды. Опрыскивайте аккуратно, и мыть огурцы потом будет проще. Кстати сказать, думаю, что такими же фунгицидными свойствами обладают и другие виды органических удобрений, которые получают от животных и грызунов, питающихся преимущественно травой или сеном. С таким же успехом для опрыскивания огурцов от пироноспороза и мучнистой росы можно пользоваться козьим навозом, конским и даже кроличьим. И главное преимущество таких обработок –
они вполне безвредны. После опрыскивания плоды огурцов можно тщательно помыть и употреблять в пищу сразу же, без всякого срока ожидания. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало об этих совершенно безвредных операциях по спасению огурцов от пироноспороза, пожелтения и усыхания листьев на огурцах. Спасибо за просмотр!